Борис Леонидович, здравствуйте. Рада, что нашли для меня время. Мне бы М, очень хотелось уяснить один вопрос. Когда я слушала выступление Трампа сразу после того, как он победил, мне показалось, что или я послышалась, или, может быть, переводчики неправильно перевели, но, кажется, он пообещал обвалить цены на нефть и таким образом заставить Россию проиграть. Правильно ли я услышала этот месседж и что бы это значило? Добрый день. Действительно, давно не виделись. Ну, давайте вместе задумаемся. Это предвыборная риторика, конечно. Тут надо, наверное, сразу делать скидку на то, что наговорить можно много, а обещать не значит жениться. Что значит фраза «я обвалю»? Является ли Дональд Трамп владельцем каких-нибудь нефтедобывающих компаний? Нет, не является. Раз он избран, ну, следующий вопрос, является ли государство США, администрация президента США владельцем акций нефтедобывающих компаний? Нет, не является. Значит, ничего личного он делать не будет. Что он может предпринять для того, чтобы обвалить цены? И как на это среагирует крупный американский бизнес, занятый в нефтяном секторе? Будут ли они рады тому, что у них обвалятся цены? И уж такой меркантильный вопрос, для этого ли платили деньги его предвыборному штабу, чтобы после этого стоимость их продукции внезапно пошла вниз. На самом деле, американский нефтяной сектор в последние 4 года при Байдене не пребывал в каких-то развеселых обстоятельствах, чтобы накопить какой-то денежный запас с тем, чтобы следующие 4 года ждать, кто кого передавит. Американская нефтянка, российскую нефтянку или наоборот. Нужны ли такие игры американскому нефтяному сектору? Ну, теоретически можно предположить, что вот сейчас будут обвалены цены, после этого российская нефтяная отрасль уйдет в кризис навсегда, а благодаря тому, что нарастят объемы поставок, внезапно увеличится сектор продаж американской нефти, вот новый сегмент рынка, новые прибыли. То есть игра такая на средние сроки. Может ли она уложиться в 4 года? Сказать сложно. Если смотреть статистику бурения новых скважин, нет, мы ее не видим. На территории Соединенных Штатов статистика использования буровых установок хорошо известна, количество не растет. Вот именно это обещает Трамп своим избирателям, что он собственное производство сделает, в общем, поставит на такую ногу, что нефть сразу же моментально подешевеет. Ну, под дулом пистолета заставить людей работать себе в убыток достаточно сложно. Что значит «я начну бурить»? Встанет к буровой установке, но интересно будет посмотреть. В Макдональдсе он уже работал, мусор возил, может быть, он еще и бурильщик знатный, мы многое, может быть, о нем не знаем. Если говорить серьезно, то сейчас объем добычи в Соединенных Штатах дорос где-то до уровня 2021 года, выше не поднимается. Не бурятся новые скважины, то, что было набурено про запас, вот это сейчас идет в ход. Стоимость бренд порядка $75, это значит, что стоимость североамериканской нефти WTI, так же, как и нефть марки Бакен, вот та самая, которую добывают методом гидроразрыва пласта или попросту сланцевая нефть, в районе 70. Есть ли им резон наращивать добычу для того, чтобы снизить самим себе прибыль? Ну, правильный ответ – нет. Что для того, чтобы поддерживать уровень добычи на нынешнем уровне, ближайший год и тот запас пробуренных, но не эксплуатируемых скважин просто закончится. Нужно будет бурить новые. Для этого надо иметь денежный запас. Вот, собственно говоря, вся логика. Если есть возможность сейчас что-то зарабатывать для того, чтобы в будущем поддерживать так называемый сектор апстрим, всего, что связано с добычей, нужно накапливать деньги. Снижение стоимости сейчас невыгодно. Тем более, что когда нам говорят, что Соединенные Штаты добывают больше всех в мире нефти, это, конечно, чистая правда. Порядка 13 миллионов баррелей в сутки сейчас объем добычи. При этом объем потребления 20 миллионов баррелей в сутки. Можно
по-разному попытаться понять, насколько велико влияние тех или иных добывающих компаний на уровень добычи. Надо добывать много, это правда. Но если добывается для того, чтобы потреблять внутри собственной страны, на мировой рынок это никакого влияния не оказывает. В качестве такого, наверное, самого классического примера в Китае добывается в год порядка 4 миллиардов тонн угля. Поставки на внешний рынок равны нулю, он еще и импортирует полмиллиарда. Приблизительно то же самое мы видим, собственно говоря, в Соединенных Штатах. Добываем 13, потребляем 20. Понятно, что идет экспорт нефтепродуктов, но тем не менее для того, чтобы перерабатывать на нефтеперерабатывающих заводах вот такое количество баррелей, нужно каким-то образом попадать по качеству смеси перерабатываемой так, чтобы вся линейка нефтепродуктов, все, что необходимо транспортной отрасли, производилось на заводе. Напомню, что крекинг нефти, если брать самые светлые сорта, это бензины, дизельное топливо, керосины, мазуты и далее вплоть до гудрона и асфальта. Нефть хороша тем, что, собственно говоря, что бы вы ни переработали, все где-то в хозяйстве пригодится. Не только бензин, Соединенные Штаты, это в основном автопром бензиновый. Вот для того, чтобы попадать в такую палитру, чтобы выдавать в качестве готовой продукции, нужно иметь определенные смеси нефти. Чистая нефть с одного месторождения очень редко подходит. Нужно тщательно соблюдать плотность, содержание серы и прочие химические параметры. Матушка природа распорядилась так, что нефть, добываемая на территории США, вот эти марки WTI, марка Bakken, они малосернистые, они в чистом виде не подойдут, они не дадут тот выход тяжелых нефтепродуктов, который необходим промышленности. Соответственно, легкая малосернистая нефть, да, в качестве базовой хорошо, но где-то нужно приобретать тяжелую сернистую нефть. Достаточно долгое время Соединенные Штаты работали практически в тандеме с Венесуэлой. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в США расположены на берегу Мексиканского залива. Нефть, добываемая в Венесуэле, та самая вязкая сернистая нефть. И это было настолько удобно, что и количество нефтеперерабатывающих заводов в самой Венесуэле минимально. Танкеры доставляли тяжелую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в США и уходили с нефтепродуктами. Всех все устраивало. Дальше наступили санкции. А сейчас ряд американских компаний получили лицензию на работу с венесуэльской нефтью, как раз по той самой причине не хватает тяжелой сернистой нефти. Следующее, подходящее по химическому составу, то есть максимально близкое по качеству к венесуэльской нефти, это нефть марки Iranian Heavy. Санкции тоже не подходят. Напомню, что до 2022 года третьим по объему поставщиком в США была Россия. Та самая тяжелая сернистая нефть марки Юрос. Вплоть до того, что не хватало нефти для американских производителей, им продавали мазут марки М100, он тоже совершенно замечательно подходил. Если посмотреть на структуру российских поставок на тот момент, то, как ни удивительно, мазута продавали больше, чем нефти в те самые Соединенные Штаты. Ситуация могла бы измениться, если бы своевременно был достроен магистральный нефтепровод Keystone из Канады, канадские битумные пески, тяжелая сернистая нефть, но у Кейстоуна достаточно тяжелая судьба, его спроектировали достаточно давно, по настоянию защитников природы, экологов и прочего. Президент Обама запретил его строительство, было прекращено. Трамп разрешил его строительство, в Канаде работу начали, достаточно серьезные вложения, большая протяженность, порядка 4000 километров. Мистер Байден запретил его строительство. То есть это продолжается уже второй десяток лет, разрешают, запрещают, строят, не строят.
канадские нефтяники уже успели Сколько им подать лет в потребуется, суд. чтобы его достроить, и что это изменит? В корне изменит ситуацию? В том случае, если удастся построить его в полном объеме, это 3-4 года по территории США, его надо, ну, от Великих озер вот до юга протягивать. 3-4 года. То есть весь срок президентства Байдена уйдет на то, чтобы это, Трампа, на то, чтобы это завершить. Если бы это строилось в соответствии с теми планами, которые были, он бы давно уже работал. Канада с удовольствием приложит усилия для того, чтобы нарастить объемы добычи. Для них Соединенные Штаты, нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов практически монопольный поставщик. Нефть тяжелая, добывается очень непросто. Действительно добывается из песка. Песок, перемешанный с частичками нефти, вот его надо разогревать, нефть всплывает в этой воде, ну и так далее. То есть все это сложно. Но пока вот все это не закончится, поверить, что удастся вот таким образом решить проблему, нет, не получится. Есть месторождение тяжелой сернистой нефти на побережье Аляски. Запрещено Байденом, поскольку там некие заповедные территории добывать ни в коем случае нельзя. То ли серый кит умрет, то ли салака нереститься перестанет, то ли что-то еще в этом духе. Запрещено. В том случае, если Трамп вот это решение своего предшественника отменит, успеют они быстро среагировать. Это Арктика, это тяжелая нефть, это необходимое вложение в то, чтобы начать разрабатывать месторождение и решить транспортный вопрос. Либо очередной нефтепровод, но тут уже расстояние через всю Канаду куда-то его на территорию штатов заводить далеко. Если морская добыча, морская транспортировка, там уже, это Аляска, там достаточно серьезные ледовые условия, сколько времени уйдет на строительство, каких сумм потребует вот такой проект, сказать сложно. Поверить в то, что Трамп этого не знает, ну, очень сложно. Поверить в то, что Трамп забыл, что его предшественник на 40% опустошил государственный стратегический запас нефти, тоже нельзя. Так что мне кажется, что Трампу будет чем заниматься, помимо того, чтобы наносить какой-то экономический урон своим крупным нефтяным компаниям. Так что вот эта версия, что стараниями Трампа нефть пойдет вниз, есть ряд аналитиков, которые считают, что будет как раз ровно противоположное. В своей предвыборной риторике Трамп неоднократно касался того, что он намерен усилить санкции против Ирана. Я так понимаю, Иран что один... если он возьмется сейчас за вышеизложенные вами проекты, то где-то к концу срока возможно, что этот процесс может начаться, да? Не исключено. Да. Не исключено, но при этом не стоит забывать, что все это время мир не будет стоять на месте. По оценкам ОПЕК спрос на нефть будет расти, пик далеко не пройден. Развивающиеся страны выходят на тот самый уровень автомобилизации. Давайте взглянем на Индию. Там автомобилей точно не хватает. По темпам роста спроса не исключено, что к 30-м годам будет такой же темп, как в Китае на день сегодняшний. Тем более, что растет уровень жизни и, соответственно, автомобилизация в Юго-Восточной Азии. Не исключено, что такие же процессы начнутся в Африке. ОПЕК смотрит на, аналитики ОПЕК смотрят на все это с умеренным оптимизмом. Они считают, что на пару миллионов баррелей в сутки спрос на нефть будет продолжать расти до 2030 года. Так что к тому времени, когда Соединенные Штаты смогут придумать, как увеличить объемы и при этом не слишком сильно уронить котировки нефти, не исключено, что спрос вырастет и дополнительные объемы просто поглотит дополнительный спрос, и не более того. А вот противоположное действие, та самая предвыборная риторика Трампа о том, что он усилит санкции против Исламской Республики Иран, могут привести к тому, что будет хуже продаваться иранская нефть в связи с тем, что нужно будет искать каких-то новых покупателей, новые схемы оплаты, новые схемы доставки и так далее. Под риском, по оценкам аналитиков, находится порядка миллиона баррелей в сутки. Это достаточно заметно, это будет как раз прямо противоположная тенденция. С учетом того, как действует соглашение ОПЕК+, традиционно легкая малосернистая нефть стоит дороже, чем тяжелая сернистая. Если вы подписали соглашение о том, что вам нужно сократить объемы добычи, какие объемы вы будете сокращать? Вот такой вопрос на логику. Спасибо, Борис Спасибо, Леонидович. Светлана, за беспокойство.
До новых Спасибо, встреч. всего доброго.